Друзья, вот наступил вечер. Я вас снова приветствую на канале Разводня как хобби. Сегодня мы с вами будем подготавливать нерестовик или нерестовики для того, чтобы завтра отсадить такую красивую рыбку, как тернеция, на нерест. Вот у нас рыбки немножко есть. Ну, ее незначительное количество. Вот здесь есть подросточки побольше. Короче, нужно молоденькую нам рыбку. У нас здесь есть производители разных цветов. Вот здесь еще немножко самцов есть, разноцветных. А сейчас мы подготовим нерестовики. Я покажу, как я это делаю. И потом завтра уже посадим рыбку на нерест. Почему завтра? Сейчас покажу и расскажу. Значит, вот смотрите, подготовил я два нерестовика. На дно положил сетку, поставил продувочку, обогреватели. Воду налил сегодня, видите, еще бульбашки он есть, прямо с крана набрал. Вот, эта вода будет до завтра, то есть, практически сутки постоит здесь, отстоится, проаэрируется. Завтра утром включим обогреватели. Наберем здесь температуру, чтобы была примерно 25 градусов. И отсадим наших производителей. Сетка обычная садовая. Как я обычно в нерестовики ставлю. Примерно 4 на 5 миллиметров ячейка. Она подходит и для Данио. Сегодня у нас разговор идет о тернеции. Значит, уровень воды. Опытным путем я так добился для себя. 17 сантиметров ставим. Я, по крайней мере, так ставлю. Можете и вы попробовать. Возможно, у вас тоже результаты будут получше. И мы сюда отсадим наших производителей. И, конечно же, посмотрим, будет ли результат или не будет. А кто досмотрел до этого момента, кому интересно, не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Итак, до завтра. Для вас пройдет всего лишь секунда, и мы снова встретимся. Итак, друзья, снова здравствуйте. Прошли сутки, водичка нагрелась. И вот такие пары отсажены на нерест. Значит, оранжевые и синие. Значит, самочки довольно такие крупноватые, икру вроде бы как набрали. Оранжевая какая-то не очень. Вроде, животик есть у нее. У синей тоже животик немного есть. Поэтому мы их оставляем до завтра. И завтра ближе к обеду, часам к 12, посмотрим, что они у нас покажут. Будет результат или не будет. Для тех, кто не подписался, подпишитесь на канал. Для вас пройдет секунда, и мы опять увидимся. Так, друзья, ночь прошла. Смотрим на результаты. Давайте с синих начнем. Так, синие. Нереста не было, икры нет. Так, оранжевые. Так, у оранжевых икра есть, но непонятно, хорошая или плохая. Сейчас я их отсажу. Вытащу сеточку вот эту. И мы на нее посмотрим. Будем ее инкубировать или нет. Посмотрим. По нашим оранжевым. Что хочу сказать. Икры немного. Но большая часть ее хорошая. Сейчас я попробую лампу сверху направить, чтобы вы увидели. Вот смотрите, есть такая четко видно, что белая, да? А есть такая прозрачная. Вот прозрачная — это хорошая икра. И вот здесь вот видно, белая четко видно. И рядышком есть прозрачненькие. То есть будем выращивать личинку. А потом попробуем поднять малька. Так, а синие что? Синие у нас сидят еще один день. До завтра. Как видим, здесь водичка немножко такая мутненькая. Не совсем так, как бывает. Но
Сюда мы немножко эритромицина разотрем, растворим, чтобы продезинфицировать воду. Еще одни сутки прошли. Значит, смотрите, здесь у нас уже личинка полным ходом гасает. А вот здесь, кстати, я вчера это икру не заметил. Но оказывается, вчера там была, наверное, икра вдалеке. Потому что, смотрите, сколько личинки уже живой плавает. И производители здесь, и личинка вот там на дальней стенке видно. Короче, я сейчас их быстренько пересаживаю. И мы на нее посмотрим тоже. Короче, личинка есть. Смотрите, вот я убрал сетку. Либо я вчера не заметил, хотя я посмотрел вроде бы нормально. Либо они отнерестились вечером. И дело в том, что личинка у тернеции выходит через 18-24 часа. Возможно, они отнерестились вечером, и вот сейчас только начала появляться личинка. Короче, мы вместе с этой ее объединим сейчас. И они вместе будут развиваться, дабы не занимать аквариумы лишние. Итак, я перелил всех вместе личинки. Оранжевые и синие теперь все вместе. Оранжевые можно видеть вот уже сверху. Цепляются за поверхность воды, кружатся, карусели у них такие. А синие еще пока на дне. Но я думаю, пройдет еще пару суток, и они начнут уже все плавать. И мы тогда обязательно на них посмотрим. Обязательно я вам это покажу. И расскажу, какие наши будут дальнейшие действия для того, чтобы поднять этого малька. Ну что, 3 суток с момента нереста оранжевых у нас. И 2,5, грубо говоря, суток с момента нереста синих. Вот. Некоторые личинки уже начинают изображать какие-то плавательные движения. А большая часть висит на стеночках. Некоторые на дне еще лежат. Вот. То есть еще личинка не плавает. Ну вот уже должна скоро поплыть. И мы тогда начнем ее кормить. Возможно, даже это будет уже сегодня вечером. Потому что некоторые, вот я вижу, отдельные особи, как бы вроде бы начинают уже плавать. И нужно не пропустить этот момент. Мы их покормим вечером коловраткой солоноводной. Ну, может, не полностью вечером, но ближе к вечеру. Итак, друзья, для вас прошла секунда. И уже 10 дней, как малек начал плавать. То есть 13 дней от момента нереста. Хочу вам сказать, что часть его, конечно, пропала. Было личинки больше. Но часть вот такая, разноцветная, кстати, получилась. Плавает. То есть они покушали и балдеют. Видите, животики такие толстые. Тут есть синие, синих цвет еще не особо видно. Оранжевые и фиолетовые был нерест, я сюда вкинул тоже фиолетовых. Вот они на дне тут ловят артемию. Значит, чем я их кормлю? Кормлю все время артемией. Первое кормление, первые 2 кормления, считаем 1 день, да, я кормил их солоноводной коловраткой. И сейчас все время они едят только артемию. Практически с первого дня их можно кормить и артемией, они ее берут. Но так как неравномерно они начали плавать, то я первый день кормил коловраткой. Вот такое количество. Примерно еще 2 недели буду кормить их только лишь артемией. И, конечно же, можно немножко давать где-то через недельку такую пыль насыпать сухого корма. Там гранулы перетереть, там или у кого там хлопья, чтобы они немножко опускались. Тогда рыбка более охотно его ловит, когда корм опускается, а не просто плавает. Видите, я еще мусор не убирал. Его не очень много, фильтр справляется, водичка чистая. И, короче говоря, вот таким образом мы этих рыбок поднимем до взрослого состояния. Я думаю, через месяца 1,5 эти рыбки уже будут
2 сантиметра, а может и больше. Смотрите видео, которые появились на экране. Они тоже полезные и совершенно бесплатные.